Сегодня мы много слышим о том, каким должен быть настоящий мужчина. Особенно часто об этом рассуждают наши уважаемые тарелочницы. Но история просто смеется над вашими хотелками. Что если я скажу, что самый элитный спецназ Древней Греции, отряд, который унизил непобедимых спартанцев, согласно наиболее полным античным источникам, полностью состоял из пар воинов-любовников? И это не современная повесточка. Это была их главная военная сила. Фиванцы взяли то, что было частью их культуры, и превратили это в самое эффективное оружие. В мире, где суровость и сила решали все, эти воины доказали, что узы верности могут быть смертоноснее стали. Давайте же без современных ярлыков разберемся в том, как это работало, и почему мир, где воины-любовники были элитой, в итоге исчез. Чтобы понять, как это работало, нужно выкинуть из головы все, что вы знаете о 20 и 21 веке. Забудьте о современных спорах, законах и морали. Греция начала IV века до нашей эры — это не курорт с белыми колоннами, это арена ожесточенной борьбы за господство. После Пелопоннесской войны на вершине пищевой цепи оказалась Спарта, установив жесткую гегемонию. В 382 году до нашей эры спартанцы вероломно захватили фиванскую цитадель Кадмею, что стало для Фив национальным унижением. Именно освобождение города в 379-378 годах до нашей эры стало толчком к военным реформам, породившим священный отряд. И у греков была своя система прокачки элитных бойцов. Опытный, закаленный в боях воин, Эрастес, любящий, брал под крыло молодого парня из знатной семьи, Эрамонес, любимый. Он был для него наставником, тренером и командиром в одном лице. Он учил его всему: как держать щит, как убивать врага, как думать на поле боя. И да, очень часто эта связь, являвшаяся частью аристократической традиции, перерастала в нечто большее. Ну, вы понимаете, во что большее. Для греков же это было логично и практично. Такая связь создавала железную верность. Юноша хотел доказать своему наставнику и возлюбленному, что он не трус, а старший воин был готов умереть, защищая своего ученика. Никакой идеологии, чистый прагматизм, замешанный на тестостероне и общем деле защите своего города. Эта идея была настолько известна, что философ Платон в своем диалоге «Пир» рассуждал, что армия, состоящая из любовников, была бы непобедима. И вот в одном городе, в Фивах, эту идею решили довести до абсолютного предела. Фиванский полководец по имени Гаргит около 378 года до нашей эры посмотрел на эту систему и задал себе простой вопрос: а что если не просто поощрять такие связи, а построить из них целое элитное подразделение? Так появился священный отряд. 300 лучших бойцов города. Согласно Плутарху, это были 150 тщательно подобранных пар. Их задача была простой – быть тараном, идти в авангарде армии и проламывать строй любого, даже самого сильного врага. Изначально Гаргит распределял их по всей линии фронта, но другой полководец, Пелопид, объединил их в единый ударный кулак, что сделало их по-настоящему грозной силой. И скоро им выпал шанс проверить себя в деле. Против них вышли те, кого вся Греция считала непобедимыми – спартанцы. Битва при Левктрах, 371 год до нашей эры. Спартанцы выстроились своей знаменитой фалангой, уверенной в победе. Но фиванский стратег Эпоминонт применил гениальную тактику. Он сконцентрировал всю свою ударную мощь на левом фланге, создав там беспрецедентную глубину строя. И во главе этой атаки, как острие копья, шел священный отряд под командованием Пелопида. Это была мясорубка. Спартанцы впервые в жизни столкнулись с яростью воинов, которые дрались не за славу, а за того, кто стоял рядом. Они не просто сражались, они рвали врага на части, защищая своих возлюбленных. Строй спартанцев треснул, а потом побежал, впервые за сотни лет. В том бою погиб их царь Клеомброд. Весь греческий мир был в шоке. Эксперимент сработал. Армия, построенная на верности и тактическом гении, оказалась сильнее армии, построенной на одной лишь дисциплине. Так родилась легенда. И эта легенда была написана кровью врагов. Еще до Левктор, в 375 году до нашей эры, в битве при Тегирах, священный отряд под командованием Пелопида, будучи в меньшинстве, наголову разбил превосходящие силы спартанцев, впервые в истории одолев их в открытом бою.
После победы над Спартой при Левтрах следующие 30 с лишним лет священный отряд был синонимом ужаса на поле боя. Они стали главной ударной силой ФИВ, да и всей Греции. Их использовали как скальпель хирурга, не бросали в общую свалку, а выпускали в самый решающий момент, чтобы нанести один смертельный удар. Везде, где появлялись эти 300 воинов, победа была предрешена. За все это время они не проиграли ни одной важной битвы, ни разу. Секрет был все тот же. Каждый воин знал, его спину прикрывает не просто союзник, его спину прикрывает человек, который ему дороже жизни. И это делало их непобедимыми. Они стали живым мифом. Казалось, так будет всегда. Но на севере уже подрастала новая сила. Сила, которой было плевать на чужие легенды, потому что она собиралась написать свою. Этой силой была Македония. Да, тоже греки, но вы понимаете, это как троюродный племянник из дальней горной деревушки, о котором вы знаете, но вряд ли захотите позвать его в гости. И вот этих ребят вел за собой хитрый и безжалостный царь Филипп II. Тот самый Филипп, который создал ту самую уникальную военную машину, которая потом под началом Александра огнем и мечом пройдется по всему античному миру. Так вот, по иронии судьбы, в юности Филипп провел несколько лет в Фивах в качестве заложника и имел возможность лично изучить фиванскую тактику и мощь священного отряда. А на фланге его армии свою первую битву принимал 18-летний сын царя, юноша, которого скоро узнает весь мир. 338 год до нашей эры. Битва при Хиронее. Здесь решалась не просто судьба Фив, здесь решалась судьба всей независимой Греции. Против греков стояла военная машина нового поколения – македонская фаланга с ее ужасающими длинными копьями с арисами. Филипп использовал гениальную тактическую уловку. Он имитировал отступление, заманил греков в ловушку, а затем молодой Александр нанес сокрушительный удар своей кавалерии во фланг. Греческий строй сломался, союзники дрогнули и побежали. Поле боя превратилось в хаос и резню. Все побежали, кроме одних. Священный отряд даже не дрогнул. 300 воинов остались на своих позициях. Окруженные со всех сторон, истекающие кровью, они не просили пощады. Они просто продолжали сражаться. Каждый из них бился за двоих, за себя и за того, кто стоял рядом. Они погибли все, до единого. Легенда, которая длилась 40 лет, закончилась здесь, на этом поле. Когда битва закончилась, царь Филипп проезжал по полю, осматривая павших. Он остановился у места, где лежали 300 тел в доспехах. Говорят, он долго молчал, а потом произнес слова, которые вошли в историю. «Да погибнет тот, кто заподозрит, что эти люди сделали или претерпели нечто позорное». Победитель отдал дань уважения побежденным. Он увидел не врагов, он увидел их величие. Но история отряда на этом не закончилась. Фиванцы не забыли своих героев. На братской могиле, где похоронили всех павших воинов, они установили величественный памятник, известный сегодня как Лев Хиронеи. Огромный мраморный лев сидел на постаменте, и его взгляд был навечно устремлен в сторону врага. Это был не просто символ скорби, это был символ ярости, отваги и непокоренной гордости. Тысячи лет лев Хиронеи был погребен под землей и забыт. Его раскопали только в XIX веке, и под ним нашли останки 254 воинов, похороненных в 7 рядов. Это были они. Так закончилась история священного отряда. Уникального военного эксперимента, который доказал, что любовь может быть оружием. Что самая личная связь между двумя людьми может стать фундаментом для непобедимой армии. Их история заставляет задуматься, была ли их связь в конечном счете их главной силой, которая вела их к славе, или главной уязвимостью, которая не позволила им отступить и выжить.